Святой Марк Эфесский в последнем письме говорит: «Не молиться вместе и не служить вместе, чтобы никто не пришел и не сказал, что совместная молитва — это лишь совместное служение, или что проблема возникает только тогда, когда православные служат вместе с папистами или другими. И то не причащаться, то есть не участвовать в службах и не молиться вместе. Да, это грех. Это грех и ставит их в один ряд с теми, кто причащается с еретиками, служат ли они или молятся вместе. И дело не только в этом. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. Отец Феодор знает эти вещи уже десятки лет. Я помню, по крайней мере, лет 15 назад, что на основании этих вещей, о которых он мне рассказывал и которые мы обсуждали, он всегда говорил: «Я не хочу умирать в общении с этими людьми, поскольку они не покаялись, поскольку они ничем не меняются. Я не хочу умирать в общении с ними. В какой-то момент мы должны от них отделиться». И именно так и случилось, слава Богу. Для меня это очень важно, потому что в это время появилась необходимость собрать материалы о прекращении поминовения не только на основании 15-го канона Первого-Второго собора, но и на основании других источников. Суть в том, что 15-й канон Первого-Второго собора, имеющий большой авторитет, может быть все же не настолько авторитетен, чтобы отменить 31-й апостольский канон, который предусматривает прекращение общения по гораздо более многочисленным причинам. Тем не менее, он имеет большой авторитет, потому что если будет признан Восьмой Вселенский собор, то Первый и Второй собор будет признан вместе с ним. Они считаются одним собором, собором 879 года. Таким образом, 15-й канон становится каноном Вселенского собора. Канон 15 Первого-Второго собора позволяет отлучаться только от того, кто явно с непокрытой головой публично проповедует ересь в церквах. Но что мы видим? В древности жители Константинополя и в других случаях, как показано нами, разделялись не только с теми, кто открыто проповедовал ересь, но и с теми, кто был в общении с ними. Прихожане не ходили к священнику, не приносили просфоры не потому, что он проповедовал ересь, а потому что присутствовал на процессе интровизации нового патриарха Митрофана латинского мышления. Это не уникальный случай. Иосиф Регений в начале XV века, до падения Константинополя, говорил, что церковь Константинополя не объединится с киприотами, которые хотели объединения. Эти люди имели православное сознание, не объединились с латинами, но из-за латинского гнета на Кипре были в частичном общении, молились вместе с латинами, признавали папу как епископа и не имели полного общения, не причащались вместе, причащались отдельно. И все же Константинополь их не принял. Они не были латинизированы, не были экуменистами, как сказали бы мы сегодня, а были теми, кого заставляли находиться в общении с ними. И говорил Иосиф Регений: «Если кто-то в общении с латинами, не имейте с ним общения. Если кто-то одет в литургические одежды и молится вместе с ними, не имейте с ним общения». Патриарх Герман II Константинопольский говорил точно то же самое. Также по поводу кипрского вопроса. «Не принимайте благословения от священников, которые в общении с латинами, иначе вы унаследуете тоже осуждение ада. Если пойдете и примете благословение от тех, кто не отделился от молящихся с латинами, тогда вас ждет тот же ад». Церковь применяла и более строгие меры, и более жесткие практики, чем предусмотрено 15-м каноном Первого-Второго собора. Сам святой Григорий Палама в конце своего второго ответа патриарху Иоанну Калликсу, который не был еретиком и не открытым защитником ереси, но все же поддерживал ее, пытаясь исказить решение Исихасского собора 1341 года и сместить акцент. Он сказал, что это искажение ересь, и он утверждал, что не может быть православным тот, кто не отделился от патриарха Калликса. Пусть это услышат те, кто считает себя православными только потому, что сами думают православно, но при этом находятся в общении с теми, кто мыслит по-латински и экуменистно. Я никогда не призывал никого, ни священника, ни мирянина, отделяться. Но почему люди не понимают, что им следует делать, когда я это говорю? Вы, миряне, должны прервать общение с ними.
Прекратите причащаться с ними. Ходите, например, к отцу Теодору и к другим, которых я сейчас не называю по имени. Раньше я говорил, что есть еще несколько священников с православным сознанием, которые не принимают эти вещи, и по экономии можно ходить к ним. Но это ведет к усыплению совести. Православное сознание только в словах недостаточно. Единственный акт, оправданный канонами церкви для нас, священников, это ограждение. А вам, мирянам, следовать за ограждающимися священниками и не иметь общения. В Константинополе верующие не приносили просфоры, не ходили в храм. Представьте, что в вашем приходе священник придет и увидит лишь половину или четверть прихожан. Он задумается. Но когда все ходят, они думают: все хорошо, люди с нами. Некатехизированный народ не понимает и продолжает ходить. Но тот, кто узнал истину, должен решительно прекратить общение. Есть священники, которые реагируют, но только словами, а нужно делом. Мы не отменяем экономию, она может применяться, и кто-то может пойти к исповедующим священникам, но не обремененным. Но акривия означает не иметь общения даже с ними. Мы ее не применяли, ее применяли другие. Но экономия имеет временные рамки, ситуация ухудшается, и придется принимать более жесткие меры. Беспечность ведет к общению с еретиками. Потребуется жертва. Не везде можно найти священников, прекративших поминовение, и не каждый может это сделать. Если кто-то живет в 500 километров от такого священника, он может применять экономию. Но там, где есть такие священники, вы можете к ним пойти, идите, слава Богу. В Салониках и других местах они есть. Именно так и применяется экономия.